Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. В этом видео я собрал для вас подборку игр, в которые можно поиграть вдвоем на одной консоли. Предыдущее видео с подборкой вы достаточно хорошо оценили, поэтому выпускаю вторую часть. Ссылку на первую часть я оставлю в описании по подсказке сверху. На этот раз не все игры будут мультяшные. Тут найдутся и довольно серьезные проекты. Естественно, все игры, о которых пойдет речь, требуют прошивку 9.0 или ниже. It Takes Two. Решил пойти с козырей. It Takes Two буквально создавалась для прохождения вдвоем. Используется классическое разделение экрана. Геймплейно игра совмещает в себе платформер, файтинг, ритм экшен и шутер от третьего лица. Чем-то напоминает четвертую часть Crash. Длительность сюжетного приключения около 14 часов. Касаемо сюжета, главные герои превратились в кукол, и теперь им необходимо преодолеть множество испытаний, чтобы снова стать настоящим. Навеяло ассоциацию с фильмом «Артур и Минипуты». Игра имеет самые высокие оценки от игроков и критиков и доступна бесплатно по подписке EA Play. Советую к прохождению. Unravel 2. Игра является победителем премии «Семейная игра года». Это нам уже намекает, для какой аудитории она создавалась, и что в ней просто обязан быть кооперативный режим. Unravel 2 представляет из себя классический платформер с видом сбоку. Немного напоминает Limbo. Тут также имеются головоломки. Вам предстоит играть за двух вязаных человечков. Персонажи связаны неразрывной нитью, и на этой механике строится большинство головоломок в игре. Процесс прохождения представляет из себя преодоление различных препятствий в красочном мире. Особенностью игры является реалистичная физика и уникальный стиль. Она однозначно не даст скучать, а прохождение займет около 9 часов. Cuphead. Поистине уникальная игра в жанре беги и стреляй с видом сбоку. В ней вы играете за Капхеда или Магмана, они же главные герои. Кооперативный режим осуществляется на общем экране. Основное внимание уделяется сражениям с боссами, так что тут есть что-то общее с Dark Souls. Главная фишка и особенность Cuphead — это ее стиль и оформление. Разработчики серьезно заморочились в этом плане. Зачитаю вам официальное описание. Игра стилизована под мультфильмы 1930-х годов. Визуальное оформление и музыкальное сопровождение воссоздано с помощью технических средств той эпохи, классической рисованной анимации с акварельными фонами и традиционных джазовых записей. Данная игра одна из первых в моем списке к прохождению. A Way Out. Игра в жанре экшен-адвенчер от разработчиков, которые создали It Takes Two. Поэтому неудивительно, что она также создана только для прохождения вдвоем. Вам предстоит примерить роль одного из двух заключенных, Лео и Винсента, задумавших побег из тюрьмы. Каждый игрок управляет одним из главных героев. Воплощение плана побега в жизнь превращается в настоящее приключение. Вам придется сотрудничать друг с другом, чтобы продвигаться вперед, и к каждой ситуации можно подойти по-разному. Причем оба персонажа выполняют разные роли. Однако эти роли не фиксированы, поэтому Лео и Винсент могут ими меняться во время прохождения. Taken 7 и серии NBA. В первой части я обошел вниманием эти проекты. Думаю, каждый слышал что-то про эти игры. Taken 7 — это довольно интересный файтинг на двоих. Аркадный режим позволяет легко и быстро начать бой. На PS4 официально вышла только 7-я часть серии. Чего не скажешь об NBA. Тут как с FIFA и другими спортивными играми. Каждый год новая часть. Имеем баскетбол и все. Играем и наслаждаемся. Фанаты наверняка оценят. Естественно, поддерживается кооперативный режим. Road Redemption. Это что-то похожее на Road Rush и MotorStorm Pacific Rift. Это гоночная игра, в которой вам предстоит возглавить банду байкеров и отправиться в эпическое путешествие с множеством погонь и высоких скоростей. По мере прохождения вы сможете улучшать мотоцикл и оружие своего персонажа. Во время гонок можно будет использовать и грязные приемы, такие как удары ногами, захваты, блоки и другие способы, чтобы справиться с врагом. Кооперативный режим поддерживает до 4 игроков. Используется классическое разделение экрана. В таком нестандартном противостоянии вам точно не будет скучно. Diablo 3. Игра вышла достаточно давно, и многие наверняка о ней слышали или играли, поэтому долго останавливаться на ней не буду. Игра в жанре экшен-РПГ, где действие происходит в мире санктуарий, выполненного в духе темного фэнтези. Игрок, управляя персонажем одного из нескольких классов на выбор, должен уничтожать угрожающих санктуарий демонов и чудовищ, и в итоге сразиться с Диаблой, владыкой ужаса. Сам не проходил, такой жанр мне не зашел. Overcooked 2.
Долго думал, включать ли эту игру в подборку. Поначалу кажется, что это индюшатина, но поиграв в нее, понимаешь, что не все так однозначно. Сюжет игры завязан на приготовлении блюд и сотрудничестве с другими игроками. Кто-то должен доставать ингредиенты, кто-то резать, кто-то ставить на жарку и следить, чтобы все не сгорело, кто-то компоновать готовые блюда из разных ингредиентов, кто-то подавать тарелки с блюдами, кто-то мыть грязную посуду. Главный враг — таймер и ваши нетерпеливые клиенты. Конечно, если вы брутальные мужики, то лучше засесть в Taken, но для игры с семьей вполне себе годная вещь. Тем более, что тут можно играть сразу вчетвером. Borderlands 3. Игра в жанре шутер от первого лица с элементами RPG, поэтому удивительно, что в ней присутствует возможность кооперативного прохождения. В игре есть разные планеты с уникальной флорой и фауной, большое количество оружия и развитый сюжет. Кооператив доступен на одном экране. Вас ждет веселое путешествие по галактике с отчаянными перестрелками в каждой из ее точек. Любителям шутеров однозначно понравится. VRC-8. Ну и немного классических гоночек вам в ленту. На PS4 не так уж и много гоночных игр, поддерживающих кооператив, но VRC-8 одна из них. Жанр гонок — ралли. Игра может похвастаться большим количеством автомобилей, разнообразными трассами, пролегающими в разных климатических поясах, а также духом этого вида гонок. Во многом это благодаря физике с правильным распределением веса, инерцией и реакциями на разные типы покрытия. Во время кооперативных гонок используется разделение экрана. Если вам нравится упор на реализм, то VRC-8 однозначно вас порадует. Dirt 5. Продолжая тему гонок, можно выделить Dirt 5. Основное направление – гонки по бездорожью в жанре гоночного симулятора. Основные дисциплины – это ралли-кросс, ледниковые гонки, гонки на супергрузовиках на стадионах, гонки на багги по бездорожью. Одной из фишек игры является динамическая система погоды и сезонов, влияющих на гонки. Сами гонки проходят в различных странах, поэтому локации достаточно разнообразные. Имеется режим карьеры. В игру также введена система разделенного экрана для 4 игроков, так что можно погонять не только вдвоем. Pulse Up. Игра про ремонт. Стилем напоминает Overcooked 2. Игра построена на нелепых моментах. Красьте стены, сдирайте обои и не забывайте про чертежи. Возглавьте бригады и проследите, чтобы все понимали. Или позвольте случиться хаосу. К тому же герои довольно неуклюжи, а в разгаре ремонта на участок может заявиться вредный енот или начаться извержение вулкана. Однако вы и сами можете стать причиной хаоса. Например, снести стену или кинуть инструментом в своего напарника. Играя одному, вы не получите тех эмоций, которые будут при кооперативе. Кстати, о нем. Кооперативный режим поддерживает 4 человек. Подойдет для лайтового прохождения в компании. Хотя кооперативных игр не так уж и много, но если вы хорошо оцените этот ролик, то я сниму 3-ю часть. Кое-какие проекты все же остались неосвещенными. Кстати, ваши варианты подборок можете писать в комментариях. Отдельное спасибо моим зрителям, которые поддерживают меня на Патреоне, а также всем тем, кто присылает донаты. Вот мой инстаграм, я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.